Всем привет, ребята! Вы на канале Оазис Знаний. Сверхъестественное всегда привлекало к себе внимание множество людей всех национальностей на всех континентах. Этот неисчерпаемый перманентный интерес неизменно влиял на мифы, религиозные представления, фольклор или даже обычную бытовую жизнь каждого народа. Изучать и обсуждать все это наследие можно бесконечно долго. В данном же ролике мы коснемся этого феномена только с одной стороны, со стороны обитателей того потустороннего мира, которых мы обычно называем сверхъестественные существа. Зомби. Зомби – оживленные или мертвецы, которых используют для разных простых поручений. Как правило, живут зомби только пока колдун или тот, кто их оживил, нуждается в их помощи. После выполнения своей работы колдун отправляет зомби назад. Тело зомби продолжает разлагаться после их оживления, так же, как и если бы они просто были мертвецами и лежали в могиле. Именно поэтому зомби не так долговечны. Зачатков разума у зомби не наблюдается, но как у всяких тварей класса нежити, имеют неизменные инстинкты к кровопусканию. И если зомби остался без контроля своего хозяина, то он непременно пойдет искать себе жертву, чтобы растерзать ее просто так. Зомби нападает на свою жертву, чтобы съесть ее мозги. Существует достаточно много легенд про зомби. Я же расскажу вам про жителя Гаити. Этот житель Гаити умер в 1962 году и был похоронен. Спустя 18 лет он вернулся домой и поведал невероятную историю. Оказывается, он был продан колдуну Вуду своим братом, с которым они тогда не поделили наследство. Тот дал Клэрвису неизвестный яд, который ввел его в состояние летаргического сна и парализовал, после чего бедолагу похоронили. Затем колдун выкопал его и дал другое снадобье, позволившее ему медленно двигаться, но лишившее возможности мыслить. Клэрвиус трудился на плантации сутки напролет вместе с другими зомби, пока сознание не вернулось к нему и он не сбежал. На Гаити крестьяне больше всего боятся, что их умерших родственников оживят и продадут в рабство колдуны. Чтобы этого не произошло, на могилы устанавливают тяжелые каменные плиты. Секрет зомбирования привезен из Западной Африки. Колдуны готовят порошок, который подмешивается в пищу или втирается в кожу, после чего имитируется смерть. Зомби могут есть, дышать и двигаться, но их воля парализована. Они не способны думать и ничего не помнят о себе. Кроме того, колдуны умеют воскрешать реально умерших людей, чтобы также превращать их в рабов. Вампиры. В современной культуре эти существа обычно выглядят довольно привлекательными, например, как слащавый Эдвард из «Сумерек» или обольстительный Влад Дракула из «Ван Хельсинга». Но в традиционном европейском фольклоре вампиры, или как их еще называют упыри или стрыги, куда более неприятные граждане. Способов справиться с упырем напридумывали великое множество. Вбить осиновый кол в сердце, окружить свою постель чесноком, мешающему вампиру учуять жертву, или насыпать маковых зерен ему на могилу, чтобы он занялся их пересчитыванием вместо охоты. Некоторые румынские крестьяне, кстати, успешно заменяли чеснок фекалиями. Они тоже отпугивали вампиров. Да и против простых соседей, желающих познакомиться с вами поближе, работали неплохо. Можно было бы сказать, что вампиры просто выдумка неграмотных деревенщин из Восточной Европы. Но современные фольклористы и историки считают, что легенды о кровопийцах именно в том виде, в котором они дошли до нас, появились не просто так. Мы расскажем вам парочку историй про вампиров. Юре Грандо. Эта история началась в 1800-х годах, когда семья Кронуэлл переселилась в дом в Кроглин-Гранже. Леди Кронуэлл заметила странное свечение в саду, но не обратила на это особого внимания, пока не проснулась посреди ночи из-за того, что у нее у окна висели какие-то огоньки. Однако это были не просто огоньки, за окном она увидела чьи-то глаза. Леди Кронуэлл оцепенела от страха, в то время как существо постепенно открывало окно, а затем протянуло свою гнилую руку внутрь. Ее братья услышали ее крики и прибежали на помощь, прибыв как раз в тот момент, когда что-то подобное демону скрылось в темноте, а из ран на шее их сестры струилась кровь.
Братья решили уничтожить вампира и устроили западню. Когда вампир снова попытался проникнуть через окно, братья ворвались в комнату с пистолетами и начали в него стрелять. Вампир закричал и убежал. На следующий день братья собрали разгневанную толпу и обыскали кладбище, пока не нашли открытый склеп. Внутри были обнаружены обгрызенные кости и открытый гроб, в котором лежал разложившийся труп со свежими огнестрельными ранениями. Естественно, труп затем был сожжен. Кровавая графиня. Елизавета Батори, наверное, является самой популярной вампиршей в мире после Влада Цепиша. Кровавая графиня, возможно, на самом деле пила человеческую кровь и купалась в ней. Она была венгерской графиней и жила в 16 веке. Батори любила пытать крестьян. Ее пытки варьировались от обычных побоев и нанесения колотых ран до пробивания пальцев и губ железными гвоздями или обливания людей ледяной водой и выставления их на снег, чтобы они умерли от обморожения. Слухи о том, что Елизавета была вампиршей, начали распространяться после того, как кто-то рассказал, что она предположительно купалась в крови молодых девушек. В конечном итоге ее живьем замуровали в ее же замке, оставив лишь маленькое отверстие для передачи ей пищи и доступа воздуха. Там она и умерла спустя много лет. Призраки. Самыми распространенными среди страшных историй являются, наверное, истории про призраков. Издревле человеку было недостаточно материального мира. Во все века люди пытались заглянуть за грань реальности и ставили перед собой вопросы, не имеющие однозначного ответа. И вопрос о существовании призраков и привидений лежит в той же плоскости. И пока человек интересуется и ищет свидетельства, реальные рассказы и истории про призраков, он не растерял тягу к неизведанному. В нем горит огонь познания, а значит, он по-прежнему человек. В городе Бейкерсфилд, Калифорния, есть дом с привидениями, обитатели которого даже не стараются спрятаться от местных жителей. Периодически у наружной стены дома, построенного в 1919 году, местные жители видят мужчину, стучащего в стену молотком, и женщину, наблюдающую за его работой. А однажды, когда какие-то храбрые покупатели решили посмотреть дом, мужчина встретил их у двери и сказал: «Уходите, а то она вас заберет». В этот момент женщина с черными кругами под глазами возникла словно ниоткуда рядом с ними и мрачно кивнула. Больше на дом покупателей не нашлось. Также из известных историй существует о Кровавой Мэри. Согласно поверью, в одной из американских деревень жила женщина по имени Мэри. Местные считали ее колдуньей. Молодые девушки пропадали после посещения ее лавки с лечебными травами, а сама Мэри будто совсем не старела. Однажды пропала дочь очень влиятельного крестьянина, и вся деревня отправилась на поиски. Девушку нашли во время обряда, который проводила Мэри. Увидев толпу, колдунья бросилась бежать, но была схвачена и сожжена. По легенде, во время казни она прокляла крестьян, и теперь ее мстительный дух приходит за душой каждого, кто трижды произнесет ее имя. В некоторых вариациях истории ритуал призыва также предполагает нахождение перед зеркалом или проведение его в полночь. Оборотни. Оборотень – мифическое существо и одна из древнейших легенд человеческих монстров в мировой истории. Об истинном источнике легенды можно только догадываться. К счастью, древние люди позаботились о записи и сохранении существа, чуждого нам мира. Хотя волк всегда был опасным созданием в средневековые времена, его тем не менее уважали. Человек, будучи укушенным либо поцарапанным этим существом, подвергается проклятию и становится монстром. Очевидно, слюна и кровь оборотня содержат сильнейший яд, вызывающий жуткую мутацию и приобщение к магическим силам. Оборотням часто приписывают сверхчеловеческую силу и обостренные чувства, намного превосходящие силы волка и людей. Существует множество историй об оборотнях, но мы поведаем вам о некоторых. Оборотень из Бэдбурга. Питера Стампа обвиняли в том, что он продал душу не какому-то случайному призраку, а дьяволу, за что получил способность превращаться в волка. Вместе со своей любовницей и дочерью он с 1564 по 1589 год убил 15 жертв.
Суеверные свидетели после охоты за оборотнем заявили, что он, прячась за кустом, сделал последнюю отчаянную попытку вернуть себе человеческий облик, но его схватили, когда он снимал кожу. На суде Кёльна приговорили к смерти, а его любовницу и дочь сожгли на костре в Германии на Хэллоуин. Оборотень Ганс. На востоке со Священной Римской империей граничила Эстония, где тоже жил предполагаемый оборотень. Этот подозреваемый известен под немецким именем Ганс. Суд вынудил 18-летнего Ганса признаться в том, что человек в черном, вероятнее всего, сатана превратил его в волка, и Ганс жил и охотился в волчьей шкуре 2 года. На ногах Ганса были шрамы, оставленные собачьими клыками, которые суд использовал для доказательства того, что бедного Ганса укусил оборотень. Ливонский оборотень. В Ливонии, еще одном прибалтийском государстве, тоже были свои оборотни. Самые известные из них – Тис из Кальтербруна. Всего через год после казни Ганса 80-летний старик Тис начал утверждать, что он не только является оборотнем сам, но и объединился с другими оборотнями, чтобы сражаться в аду против дьявола и ведьм. Таким образом, Тис говорил, что он хороший оборотень, кончая бога. Суд этой истории не поверил, и вместо того, чтобы наградить Тиса в страхе перед адским пламенем, его выпороли кнутом и отправили в ссылку. Ведьмы. Если взглянуть в глубину веков, можно найти упоминания о ведьмовстве в легендах любого народа. Европа, Азия, Америка, Россия. Нет такого континента или страны, где не слышали об этом. В Африке шаманство неразрывно связано с бытом коренных жителей. Они не разуверились в силе своих колдуний даже с приходом цивилизации. На Руси до прихода христианства волхвов и ведьм особенно почитали. Их воспринимали как мудрых наставников и целителей. Ведуньи давали советы князьям, заступались за слабых, помогали женщинам в родах, управляли погодой. Европа прославилась тем, что в период Великой Инквизиции сожгла 1000 невинных женщин, приняв их за подруг дьявола. В то время достаточно было донести на неугодную соседку, как через пару дней ее бы публично казнили. В Японии колдуньи называли Оммедо или Оммедзи, их почитали и уважали. Без совета Оммедо политики не делали важных шагов, не строили новых зданий и не женились. Во все времена чародейки скрывались за личинами жриц, ведуней, знахарок, целительниц, но это не меняло отношение к ним. Люди интересовались ими настолько же сильно, насколько же опасались их. Катрин Монвуазен. Дочь дворянина по фамилии Де работала акушеркой. Выйдя замуж за Монвуазена, она родила дочь, однако очень скоро ее супруг ушел в мир иной, оставив жену с дочкой без материальной поддержки. Будучи авантюристкой по натуре и любительницей красивой жизни, Катрин быстро нашла себе любовника, Адама Корелисажа. Вместе они проворачивали грязные делишки, изготавливали яды, приворотные зелья, снадобья для прерывания беременности и продавали их. В списке покупателей числилась мадам де Вивон, которая была официальной фавориткой короля маршал Люксембурга, графиня Саусонская, племянница кардинала Мазарини, ее сестра герцогиня Бульонская и другие знатные особы. Кроме этого, Катрин Монвуазен занималась предсказаниями, гаданиями, вызывала чертей и духов покойников. За все это даму признали ведьмой и приговорили к сожжению заживо. Приговор был исполнен 22 февраля 1680 года. Мария Лаво. Это была одна из самых влиятельных особ в Новом Орлеане конца 18-го, начала 19 веков. Вместе с дочерью, тоже Марией, она практиковала занятия вуду. Ходили слухи, что мадам Лаво умела читать чужие мысли, предсказывать будущее, исцелять и наводить порчу. Лаво считается основательницей луизианского вуду, пытаясь представить учение как часть христианства. Благодаря своим покровителям из влиятельных кругов женщине удавалось несколько раз избегать преследований властей за противозаконную деятельность, связь с нечистой силой. По легендам, женщина обладала мощной силой, умела заговаривать болезни, с помощью магии перевораживать любовь и деньги. Кроме колдовства, Лаво зарабатывала на безбедную жизнь, не брезгая содержанием публичного дома. Уважаемые зрители, спасибо за то, что вы с нами, за вашу поддержку и за то, что вы подписаны. Ставьте лайк, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Пишите в комментариях, какая история из нашего ролика стала для вас открытием. До скорых встреч!